Яйца взбиты достаточно, если на поверхности какое-то время остается рисунок. Аккуратно, вручную, 70 граммов муки. Постепенно. Вместо кондитерского мешка я использую пакеты для заморозки фруктов. Они очень прочные. И выкладываю тесто. Противень я заранее застелила бумагой для выпечки. Пакет завязываю с одной стороны. И отрезаю дырочку размером где-то сантиметр. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать. Минут на 10-15. Мои бисквитные печенья готовы для торта. Выпекались они у меня ровно 13 минут. Ну вот с одной стороны больше поджарились. Это у меня такая особенность духовки. Вы смотрите по своей духовке. Не сильно надо, чтобы они были зажаренные. Лучше пораньше их вытащить из духовки. И теперь нужно дать им возможность остыть, чтобы они стали такие хрустящие. Для крема взбиваю 180 граммов сливочного масла. Оно у меня уже теплое, постояло на кухне. 300 граммов сахарной пудры. Можно использовать сахар, просто дольше будет взбивать. Сначала начинаю взбивать масло до бела, а потом уже добавляю сахарную пудру. Масло с сахаром взбила. И теперь постепенно добавляю творожный сыр. Я использую творожный сыр рикотта. Небольшими порциями добавляю. И продолжаю взбивать. Смотрите, какой шикарный крем получился, плотный. И он очень-очень вкусный. Не сильно сладкий. Если любите крем послаще, добавьте еще 20 грамм сахарной пудры. У меня здесь всего 30 граммов сахарной пудры. Крем получается слабо-сладкий. Снова я использую пакет для крема. Просто для удобства нанесения, для удобства сборки торта. Торт я буду собирать в небольшой форме, размером 18 сантиметров. Бисквита у меня мало, я его делала всего на 2 яйцах. Вот такая у меня небольшая форма. Дно я убрала, сразу поставила на тортницу. Печенья остыли, я их сняла с пергамента. И часть печенья я разрезала. Специально вот размер такой взяла под мою форму. Какой размер. И по объему формы нарезала. Это будет декоративное украшение. Я его пока убираю. Распределила немножко крем и второй слой. И торт отправляется в холодильник на несколько часов. Торт постоял 2 часа в холодильнике. И я могу открыть форму. Потихонечку. Помогаю тонким ножом. Теперь надо кремом подровнять бока, но не сильно. Выравнивать.
Не сильно выравнивать. И прежде чем ставить по бокам украшения, я посыплю верх тертым белым шоколадом. Украшение у меня будет верха белый шоколад. У меня еще он с миндалем, с орехами. Белый шоколад с орехами. Теперь окончательное украшение можно расставлять. Оно просто к крему прилипает. Смотрите, какая красота получилась. Как будто множество пальчиков держат этот торт. Луна! Торт сегодня пробовать не будем, завтра. Очень нежный, очень пропитанный. Смотрите, какая нежность. Бисквит супер пропитался за 2 часа всего. Я попробовала тортик. Изумительно вкусный, нежный. Просто тает во рту. Обязательно приготовьте такой торт, дамские пальчики. И вы будете просто в восторге. Это я вам точно обещаю. Супер нежнейший тортик. И быстро, очень быстро можно приготовить. Можно было просто испечь бисквит, промазать его кремом. А можно сделать вот такое интересное, красивое украшение. И торт уже кажется намного вкуснее. И вкусных вам тортиков, друзья. И красивых.